Приветствую вас, мои дорогие зрители, на своем канале, посвященном винтажной аудиотехнике. И сегодня будет немножко необычный обзор тут в мою коллекцию шарпов, как говорится, в обшарпанную коллекцию. Пришло три не очень выдающихся, будем говорить, аппарата, которым стоит посвящать отдельный ролик. Потому я решил объединить это все в один ролик, показать их коротко и быстро. Сегодня у нас на обзоре три шарпа. Первый из них это QT F60, за ним стоит GF 6060 и за ним еще будет интересный аппарат с индексом GF 8989. По очереди хочу вам показать каждый аппарат. С одной стороны, многие удивятся, что вот эта малютка здесь делает, что здесь может интересного быть. Но на самом деле у нем есть одна функция, которой нет, ну я, по крайней мере, не слышал и не видел ни в одной магнитоле вообще. Больше никогда не видел. Что касается самого вот этого QT F60. Аппарат этот выпускался, и конкретно этот экземпляр сделан в 1986 году. С ним одновременно выходили такие похожие модели, как QT F50 и QT F40. Это было именно аппараты, которые вышли одновременно одной серии. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот так выглядит QT F50. Такой винтажный у него стиль, вид. Тоже в 1986 году. В принципе, тоже ничего особенного в функциях нету. И вот такой интересный был еще один аппарат. Это был аппарат, предназначен для детей, потому что коллекция, в принципе, называлась «Мой первый в жизни шарп». Это аппарат был с минимальными функциями, но этот непосредственно предназначался для очень маленьких детей. Там даже вот была такая вот крышечка, которая позволяла закрыть органы управления, чтобы ребенок не мог ничего нажать. И вот приобщали так детей к прекрасному. Видите, какой большой шарик на конце антенны, и какие крупные регуляторы. Все для детей было. И с ним же вышел вот этот же, в этой же серии QT F60. И все эти модели были предназначены для разного возраста детей. Непосредственно эта модель, она явно была сделана для подростков. Расскажу почему. Сам по себе аппарат, конечно, в нем никаких выдающихся нету характеристик. У него всего 8-сантиметровая акустика, весит он всего 300 грамм. Но он, что интересно, вот был в нем микролифт, механическое полностью управление простейшее, звук, регулятор, наверное, давайте я все-таки вам ближе покажу. Регулятор тембра, включение радио, переключение радио-тейп, простейшая кинематика, перемотка вперед-назад, пауза, запись. В этой стороне был приемник. Здесь был вот таким образом спрятана ручка настройки приемника. Сейчас попробуем включить. И таким образом вот вы ее крутите и настраиваете на радио. Когда она вам не надо, вы можете ее просто спрятать. Когда надо, нажимаете в центр, она выходит. На самом деле он такой какой-то, знаете, антивандальный, что ли. Здесь, посмотрите, такие грани, чтобы он не царапался, наверное. Это было сделано с целью, чтобы его таскать с собой. Не говоря уже, что вы видите, он нету ручки, у него просто ремешок
Это вот такой оригинальный ремешок был с ним. Он был, конечно, нескольких цветов. При этом, если обратите внимание, сделан он в Японии. Хотя уже 86-й год, и, казалось бы, такая простенькая модель, но производился он в Японии. Что же в нем было самое интересное? Самое интересное в нем была функция «говорящие часы». Вот здесь, видите, кнопочка зеленая, «Clock». Сейчас я продемонстрирую, как она работает. It's 1:47 p.m. Еще раз, громкости побольше. It's 1:47 p.m. То есть, естественно, говорит он по-английски и говорит в американском формате. Вот он говорит PM, после полудня. То есть It's 1:47 p.m. для, в принципе, осуществления этой функции в батарейном отсеке надо было отдельные 3 батарейки вставить только для того, чтобы помнила часы и настройки эти не сбивались. Для работы самого магнитолы надо было вставить другие 6 батареек, но все батарейки пальчиковые, стандартные формата АА. Настраивались часы очень интересным способом. Вот здесь вот есть кнопочка часы, вот минуты. Вот нажимаем часы. 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m. Также настраиваются минуты. 49 50 51 52. В конце концов, когда он проговорит нужное вам время, вы дальше не настраиваете, и уже настройка произошла. Тем самым подростки, видимо, которых, может быть, в 86 году не имели часов, или какие была вот цель, я даже не понимаю, напишите в комментарии, может, догадки, могли в любой момент 4:52 p.m. нажать кнопочку и узнать, сколько времени сейчас. Вот такой вот аппарат. У него, конечно, внешний блок питания и подключение наушников. Простейшая антенна. Вот она в оригинале. Вот все, что она выдвигается. Все, больше у него колена другого нет. Это вся антенна у этого аппарата. Ну, для коллекционеров, которые коллекционируют, допустим, коллекцию шарпов, в принципе, мне кажется, это интересно, потому что у вас есть от самого маленького, вот сейчас мы посмотрим средний размерник, большой, и если у вас будет коллекция такая, мне кажется, это интересно просто, что есть разные модели. Но перейдем к следующей магнитоле, не будем сегодня долго разглагольствовать. Это GF6060. Магнитола среднеразмерная. В принципе, она выпускалась во многих вариантах, очень популярная. Рассказывать про эту магнитолу вообще бессмысленно, потому что по ней в интернете очень много информации, много видео снято. Вообще всю информацию, которую я вам преподношу, я собираю в интернете. То есть я собираю, обобщаю и потом рассказываю вам. Потому если есть какие-то нестыковки или вы с чем-то не согласны, напишите, поправьте меня, дайте источник, я тоже поправлю себя, буду рассказывать по-другому. Что касается 6060. Магнитола выпускалась в нескольких вариациях. Это в том числе для японского рынка она называлась GF208. Он же выпускался в азиатской версии 6060X. В нашей же версии называется 6060H. Ну и был еще один вид исполнения 6060HB. А вот в азиатской версии, которая, я говорю, 6060X выглядела, она вот с такими грилями были круглыми. В версии еще одной европейской, вот HB, которая, как мне кажется, самая красивая, выглядела она вот так. Но оригинал именно выглядел так, какой у нас сейчас аппарат на нашем тесте.
Данная модель выпускалась с 80-го года. И дизайн вот этой именно магнитолы повторяет дизайн первого в линейке Sharp двухкассетника GF555. Неудивительно, конечно, потому что они вышли одновременно. Сам GF555 выглядел вот так. Вы видите, те же, вот смотрите, грили, такие же здесь, такие искаженные. То есть аппараты, в принципе, очень похожи, они вышли одновременно примерно. И это, будем говорить, самый такой классический дизайн грилей. Не всем он нравится, конечно, потому что многих любят круглые, любят хром. Здесь, к сожалению, хрома очень мало. Мало того, видите, вторая половинка и часть корпуса, она вообще черная. Здесь вообще хрома нету. Единственным таким большим таким знаком, крупным хромовым, вот такой вот крупный переключатель диапазонов. В принципе, магнитоле минимальное тоже управление. Она, конечно, не совсем батончик. Здесь 12-сантиметровая акустика. Здесь есть светоиндикаторы световые. Здесь есть, хотя механическая лентопротяжка, полностью механическое управление, есть поиск по паузам на одну композицию. Да и в принципе все. Счетчик. Все. Тут звук, баланс, один тембр, выбор типа пленки хром-металл, функции радио-магнитофон, FM моно-стерео, переключение диапазон. В принципе, ничего особенного. Ну, давайте ее включу, покажу. Единственный у нее был плюс, она была достаточно недорогая, $175 она стоила так, и, соответственно, была очень популярна. Даже, кстати, выпустил Siemens ее под брендом Siemens Club 743. То есть вышла эта модель. Световой индикатор. И сейчас я вам немножко ближе сделаю. И все, ничего особенного. Поиск по паузам есть. Таким образом вот осуществляется он. Но у меня здесь запись без пауз, потому она не остановится. Так. Стоп. Нету даже микролифта. Вот в предыдущей магнитоле он был маленькая. Здесь вы видите, вот все просто. Щелк, бабах, никаких проблем. Но она очень популярная была благодаря своей цене. Она небольшая, такой средний размер и вроде не маленькая, не большая, потому была достаточно популярна. Вот так снимаешь, и вдруг камера говорит, а место-то закончилось, и я не сняла последние минуты. Но ничего, мы переснимем то, что не влезло. Ну, Sharp GF6060 хотел продолжить. Мы остановились на радио. Хотел бы показать, как работает в нем радио. Включается она. Все работает просто. Световые индикаторы работают от уровня звука. Чем я больше звук, тем... В принципе, нечего тут рассказывать сильно про радио. Все стандартно и элементарно. Ну, давайте посмотрим, что... Покрутим ее, посмотрим, что у нее есть. Ну, конечно, настройка. Точная настройка. На задней панели диновский разъем, вход-выход. Если бы это была версия для азиатского рынка, здесь был бы тюльпаны. Или даже, я, может, ошибаюсь, может быть, не было даже ничего. Ну вот, извините, запамятовал в этом конкретно. В принципе, больше ничего. Дополнительные микрофоны можно подключить. Здесь опять же еще один микрофон микс.
акустика, наушники и питание. 220 и 12. Еще раз покажу поближе. Ничего особенного нету, но она стоит очень недорого на рынке, и для желающих купить себе винтажные магнитолу очень хороший вариант. Советую. В принципе, все стандартные функции есть. Ну, перейдем к следующей магнитоле. Поближе я поставлю. Подключим. Это всем знаменитый Sharp GF8989. Аппарат уже выше классом, с динамиками 16 сантиметров, в отличие от 60-60, там всего 12. Аппарат выпускался с 1981 года. Я скажу, что самое главное достоинство этого аппарата, он действительно красивый. Он для меня действительно красивый. Классический бумбокс, 81 год, посмотрите, сколько хрома. Аппарат великолепный. Конечно, супер каких-то функций нету, но минимум у него есть. Сейчас расскажу. Касательно модели еще. Японской версии этот аппарат назывался GF318. И была еще версия 319, которая отличалась только тем, что здесь был синего цвета тюнер. Цвет тюнера настройки шкалы был синего цвета. Также этот аппарат выпускался в версии Z для Азии, с индексом E для Великобритании и индексом HB в таком коричневом цвете исполнении для Европы. То есть цвет был не серебристый, а коричневый. Наша же версия полностью называется 8989H. Это полностью европейская версия. Конкретно этот аппарат приехал из Германии. Сзади наклеечки немецкие. Он именно из Европы попадает к нам в Беларусь. У нас здесь близко Польша, Литва. И из Европы много аппаратов попадает, в том числе интересные, вот в отличие, вот вижу на российском рынке у нас представлены Грюндики, Телефункины, которые привозят оттуда же. И эти вот аппараты тоже, кстати, 6060 и этот 8989 привезли и из Европы. Непосредственно из Польши, а в Польшу они попадают уже в Германию. Если вернуться еще к модели, была еще модель такая немножко попроще, называлась GF8787. В принципе, основные от нее отличия были то, что там не было Dolby системы, которая здесь есть. Ручки все вот такого типа, плоские. Здесь же кругленькие, если посмотрите это внимательно, это ручки от GF700 Sharp. Они на нем использовались вот такие круглые, которые, я надеюсь, вам обязательно покажу в ближайшем будущем. Вот. Также здесь было soft-touch управление уже. Полностью, посмотрите, какие кнопки. Большие, крупные, приятные. Лентопротяжка от Sharp, перекочевавшая, будем говорить, с Sharp 3 семерки. Sharp 575, 757. Это все модели, в которых эта лентопротяжка использовалась. Единственное, что в отличие от тех аппаратов, здесь уже нету кнопочки подмотки. Там была еще кнопочка, где можно было без поиска по паузам делать подмотку, придерживая просто, нажимая две кнопки одновременно и слышать, как перемотка звучит, потом отпускаешь и, соответственно, слушаешь воспроизведение. Здесь почему-то этой функции не осталось. Ну, давайте послушаем, как она звучит. Да, кстати, поиск по паузам здесь тоже есть, но на одну композицию. Но обычно этого полностью достаточно. Немножко промотаем, чтобы музыка поярче. Поиск по паузам работает таким образом. Не знаю, это, наверное, у меня запись с радио. Я записываю с интернет-радио, с хорошего качества источника получается хорошая запись.
Потому не уверен, что там есть паузы. Та же композиция. В принципе, работает таким образом. Пауза, стоп, инжект. Очень красивый, очень, кстати, кассетоприемник такой стеклянный, прозрачный. Мне очень нравится. Приятный. Счетчик двухполосная акустика. Здесь пьезоэлементы стоят. Радио включается таким образом. Здесь уже индикатор не зависит от уровня звука, она всегда показывает уровень сигнала. Очень интересно сделано без, в отличие от 8787, там есть кнопочка отдельная баланса и отдельный звук. Здесь же сделали двойной такой, давайте я покажу поближе, двойной регулятор, который можно регулировать каждый канал отдельно. Зато сделали отдельно регулировку низких частот, отдельно высоких. Что, конечно, очень для звука плюсом стало. Кнопочка Dolby, загорается лампочка Dolby. Все. Интересно, что здесь имеется ручной уровень записи. И реализовано это как? Вот так он ручной, в конце щелчок, и она переходит в автоматический уровень. Если отвернуть назад, то вот этот диапазон, это получается ручной уровень записи. Таким образом реализовали в одном прямо регуляторе эту всю функцию. В принципе, тоже все. Красивый аппарат, мне нравится. Это, конечно, по тем временам, что он работает с типом лентом металл, это был уже уровень, показатель. Давайте посмотрим, что у него с другой стороны. Здесь, опять же, регулятор, как у многих аппаратов того времени. Здесь, кстати, хромированный. Не всегда он такой хромированный. С обратной стороны, опять же, диновский разъем, потому что это аппарат из Германии. Здесь вот значки немецкие сертификатов. Если бы это была версия AZ, здесь были бы тюльпаны. Но в любом случае линейного входа в этом аппарате нету. Вы не можете подключить внешний источник, вы не можете подключить и виниловый проигрыватель к нему напрямую. То есть здесь только можно слушать кассету, записывать через этот вход на кассету, записывать с радио и радио, естественно. Немножко ближе покажу, как выглядит его маркировка. Это 81 год, 11 месяц. Вы видите, первая цифра это год, вторые цифры это месяц. С этой стороны, естественно, питание, 12 вольт и 220. Наушники, динамики дополнительные и микрофон еще один для микса. Вот такой вот интересный аппарат, красивый. Вот, вы знаете, это вот один из тех аппаратов, который можно поставить где-то на полочку винтажный, и он выглядит действительно вот такой классическим бумбоксом. Он действительно будет украшать своим видом помещение. Мне он вот этим нравится. Все, в принципе, это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Радуюсь каждому вашему лайку и каждому вашему комментарию под видео. Буду радовать вас и дальше. Впереди у нас еще топовые шарпы, которые я собираю для вас специально и оставляю напоследок. Все, до свидания.